Всем привет! Сегодня я на своей кухне, как всегда, украшаю торт. Сегодня у меня двухъярусный торт. Торт у меня собран. Диаметр нижнего яруса 24 сантиметра. Это красный бархат. И верхний ярус — это молочная девочка с персиками. Диаметр торта верхнего яруса 16 сантиметров. Выравнивать и украшать я буду белковым заварным кремом. Рецепт этого крема есть на канале, я оставлю ссылочку под видео. Переходите, смотрите. Рецепт очень простой в приготовлении, но всегда получается замечательный крем. После того, как я установила ярусы 1 на 1, торт у меня в собранном виде постоял примерно час-полтора в холодильнике, для того, чтобы верхний ярус немного осел и в последующем торт, чтобы не покосился и его было удобно транспортировать. В выравнивании торта я использую всевозможные шпатели. Это металлические, пластиковые. Делаю также из канцелярских папок самодельные гибкие. Это очень удобно. Ну и основным помощником при выравнивании тортов является вода. Сам торт я сбрызгиваю водой с помощью распылителя. Шпатели и палетки также промываю под проточной водой, чтобы сгладить все неровности. Кто-то из подписчиков писал, что крем по моему рецепту получился замечательный, но при выравнивании он был похож на венецианскую штукатурку. Вот для этого я использую воду, чтобы сгладить все неровности. Идеальное выравнивание нижнего яруса мне не требуется, поскольку я хочу задекорировать нижний ярус мелким узором. Для того, чтобы задекорировать низ, мне понадобится вот такая насадка 2 мм, открытая звезда. Номера у нее нет, покупала на Алиэкспресс. Пройдусь по нижнему ярусу вот такими вот завитками. Располагаю их в обычном порядке, в хаотичном, то есть нет какой-то определенной специфики. Это будет напоминать кружево. Отсажу такие же завитки на краю нижнего яруса, чтобы соединение было более таким красивым. Там, где соединяется первый и второй ярус, я отсажу ракушки этой же самой насадкой. Мелкие-мелкие вот такие вот ракушечки, похожие на бусы. Отсажу немного крема на верхний ярус. Здесь будут располагаться цветы, чтобы они были объемные. Крем окрашу для цветов в нежный персиковый цвет. Использовать я буду краситель номер 178 от Топ Декор. Понемногу зубочисткой или шпажкой добавляю краситель и перемешиваю. И смотрю, чтобы не переборщить. Буду делать розы. Насадка вот такая вот 3 сантиметра. Она без номера. Кончик поджат. Отсаживаю немного крема на гвоздик. И более поджатой стороной, более узкой, держу насадку вверх. И слегка проворачиваю. Вот так закручиваю первый лепесток центральный. Последующий лепесток начинаю от центра предыдущего. И таким способом получается цветок. Немного проворачиваю. Опять к центру предыдущего. Слегка проворачиваю. И получается роза. Нижние листья делаю более открытые.
Нижние листья делаю юбочкой, слегка подергиваю насадку. Вот такой шикарный открытый цветок розы у меня получился. Центр прямо слегка припудрю нежно-розовым красителем для того, чтобы цветок заиграл другими красками. Переношу пока цветок на поднос, сделаю еще такой цветок. Их будет у меня два крупных цветка, один на верхнем ярусе, другой на нижнем. Устанавливаю цветы на торт. Один цветок устанавливаю на верхний ярус, другой на нижний, можно сказать, на саму подложку. Всегда можно цветок передвинуть, от этого он не пострадает, и расположить там, где я считаю более будет выгодно он смотреться. Сделаю еще несколько бутонов небольших, добавлю, наверное, по 2 снизу и по 2 сверху. Бутоны делаю не совсем раскрытые, такие слегка, наверное, наполовину меньше, чем предыдущие цветы. Теперь мне понадобится насадка роза. Я хочу добавить мелких цветочков. Эта насадка на выходе 1 сантиметр. И делаю цветочки, как яблоневый цвет. Маленькие лепестки. Слегка надавливаю на насадку и отпускаю. И получается маленький лепесточек. Вот такой вот симпатичный цветочек. Слегка припылю центр цветка сиреневым красителем и добавлю в центр маленькую бусинку. Переношу цветочек на торт и сделаю еще множество таких цветков. Располагаю цветы большей части на заднем плане украшения торта.
потому что здесь мне нужно будет обыграть эту возвышенность, чтобы не добавлять больших цветов роз, а задекорировать потом в последующем это все листьями. И на переднюю часть торта я также добавлю таких мелких цветочков. Мне кажется, они придают какую-то нежность. Там, где соединяются ярусы, я посажу еще несколько цветочков. Также добавлю к нижним розочкам и добавлю вот таких вот соцветий. Немного отсажу с помощью насадки, как будто как разлетаются эти цветочки по торту. Также слегка-слегка припылю их пищевым сиреневым красителем. Ну и настала очередь зеленых листьев. Делаю я их большой насадкой для розы. Мешочек я также окрасила немного пищевым красителем, чтобы цвет листьев был разный. И распределяю листья так, чтобы их не было очень много, но они скрыли все какие-то огрехи, закрыли все неровности, чтобы не было пустот между цветами. И также наверху располагаю. Еще взяла мешочек с зеленым кремом, подрезала кончик и отсажу небольшие шарики. Располагаю их хаотично. Потом взяла насадку 3 миллиметра, трубочка, и пытаюсь вот эти шарики как будто начинить кремом. И у меня получаются не раскрытые бутоны цветов. Также я взяла насадку звездочка, которой я делала нижние завитки. И на некоторых шариках отсаживаю вот такие вот звездочки, имитирующие гипсофилу.
Ну, вот такой вот нежный торт у меня получился. Напишите мне в комментариях, что бы вы добавили к этому торту, что бы убрали. Я считаю, что такой торт подойдет на любой юбилей и на небольшую свадьбу. Если вам понравилась идея, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Не забывайте также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну и поделитесь моим видео в социальных сетях, мне будет приятно. Всем пока-пока, до скорых встреч и до новых видео.